самого утра я решила поехать в Гаагу с одной единственной целью – посмотреть на Северное море и прокатиться на знаменитом обзорном колесе, которое стоит прямо в море. Что из этого вышло, покажу в моем видео. На трамвае из Дельфта, где я сейчас временно живу, ехать до Гааги 20 минут. И я планирую приехать прямо на пляж. Так что город я покажу вам из окна трамвая и попутно расскажу самые интересные факты о нем. Итак, Гаага – это резиденция нидерландского правительства и парламента, столица Южной Голландии и место пребывания королевского двора. Она является третьим по величине городом Нидерландов после Амстердама и Роттердама. Ее население составляет более полумиллиона человек. Русское название Гаага в Голландии совершенно не так звучит. Голландцы искренне удивятся, что русские именно так зовут их неофициальную столицу. Поэтому, если вам придется употреблять это название, то произносите по-английски «Хейг» или по-голландски «Денах». В переводе все это означает «ограда», а полное название «Гравенхаге» означает «графская ограда». Гаага была основана в 1230 году, когда граф Голландии Флорис IV построил малый замок на месте, где теперь находится город. Право города Гаага получила только в 1806 году, став столицей королевства Голландия, государство, которое создал на территории Нидерландов Наполеон Бонапарт. А в 1815 году, после падения Наполеона, Гаага становится одной из резиденций королевского дома Аранских в новом королевстве Нидерландов. Гаага – это именно тот город, где постоянно живет королевская семья Нидерландов. И за королевскую семью каждый житель Нидерландов платит налоги, примерно 300 евро на человека в год. Но жители страны считают, что это дешевле, чем тратить деньги на смену министров, которые не факт, что что-то хорошее сделают для страны. Интересный факт, что на протяжении более чем 100 лет Голландией управляли женщины. Сначала королева Вильгельмина, а затем королева Юлианна и королева Беатрис. Нынешний король Уильям Александр стал первым наследником мужского пола в голландской королевской семье за более чем 100 лет. А до того, как он взошел на престол, последним правившим голландским королем мужского пола был король Уильям III, скончавшийся в 1890 году. К тому времени, когда Уильям Александр взошел на престол в 2013 году, в Нидерландах уже 123 года не было короля, только королевы. Но и он, скорее всего, станет последним правителем мужского пола на долгое время, поскольку у него 3 дочери – наследница престола Катарина Амалия, Алексия и Ариана, и нет сыновей. А вот это, кстати, Дворец мира, официальная резиденция Международного суда ООН. Так что основные достопримечательности по пути трамвая я вам все-таки покажу. И, между прочим, Дворец мира был построен в начале 20 века на деньги американского филантропа Эндрю Карнеги и средства из казны Российской империи. В Гаагу приезжает ежегодно более 20 миллионов туристов в год. И это место часто называют городом чиновников, дипломатов и пенсионеров. Местный климат явно не расположен к пляжному отдыху, и здесь откровенно холодное море, но ни на что не похожее. Голландский архитектурный стиль – это пряничные уютные домики. Традиционным материалом для строительства был красный кирпич, и иногда фасад штукатурили и красили в насыщенные цвета, делая акцент на контрасте с белым. И это стало изюминкой голландского стиля – белая отделка, придающая зданию нарядность. А я наконец-то приехала на пляж, и сейчас я вам все покажу. При входе на пляж стоит оригинальная скульптура – человечек, закладывающий селедку. Дело в том, что ежегодно в Нидерландах во вторую субботу июня проводится День селедки, или, как его еще называют, День флажков. Почему скульптура человечка в такой позе? Этому тоже есть объяснение. Так селедку едят настоящие профессионалы, по мнению голландцев. Они берут филе сельди за хвост, обваливают ее в измельченном луке и, запрокинув голову назад, подобно глотателям шпаг, отправляют рыбку в рот. День флагов и День селедки посвящен открытию нового сезона по ловле сельди. А как связаны между самой селедкой и флажки? Традиционные деревянные шпажки, которые втыкают в кусочки рыбы, чтобы ее было удобнее есть, не испачкав руки, венчают маленький флаг Голландии. Поэтому его еще называют День флажков.
А купальный сезон в Гааге – это июль и август, и температура воды в лучшем случае 17-18 градусов. При хорошем раскладе все 20. Вот и все, на что могут рассчитывать местные купальщики. И купаться в Северном море в Гааге отваживаются немногие. Зимой температура воды опускается до 2-7 градусов. Северное море достаточно мелководное и слабосоленое, и через пролив Ла-Манш оно соединяется с Атлантическим океаном, приносящим сюда теплые течения. Волны очень сильные и на отдельных участках достигают 7-11 метров, а пляжи полностью бесплатные. Прямо на береговой линии находится много отелей и домов обычных жителей Гааги. Вот это 5-звездочный отель, который расположен прямо на берегу. И, конечно, выходит окнами на вот это Северное море. Конечно, в сезон здесь толпы народа, работают все аттракционы и развлечения. А сейчас конец октября, и сезон давным-давно окончен, так что на пляже можно увидеть все тех же людей, занимающихся бегом, и одиноких гуляющих прохожих. По-моему, они тут бегают в любую погоду и в любом доступном месте. Меня чуть с ног не сносит, а им хоть бы что. У меня как-то дочка обращалась к врачу прошлой зимой, кашляла и постоянно болело горло. Так врач посоветовал поесть мороженого и погулять желательно у моря. Хороший ветер в лицо, и вы забудете обо всех своих болезнях. Это все, что вам нужно знать о медицине в Нидерландах. Ну, конечно же, после этого белорусская мама, то есть я, привезла все возможные лекарства ребенку. Тут довольно быстро темнеет, хотя разница во времени у нас с Беларусью 2 часа, и по-нашему здесь уже 5 или 6 часов, а здесь как бы только после обеда, но тем не менее уже начинаются сумерки. И видите, отдыхают на пляже, сидят, любуются морем в любую погоду. Колесо обозрения является одной из самых узнаваемых и увлекательных достопримечательностей курортной Гааги и стало первым в Европе колесом, построенным непосредственно над морской гладью. Установлено на пирсе, уходящем в Северное море, оно дарит посетителям захватывающие панорамные виды, как на оживленный город, так и на бескрайние морские просторы. Здесь застекленный пирс, на котором можно гулять и вот стоять в очереди в сезон, конечно же, к этой достопримечательности. Колесо достигает высоту 40 метров и оборудовано 36 просторными закрытыми кабинками. Решилась ли я на нем прокатиться? Увы, нет. Во-первых, мне предложили кабинку со стеклянным полом. И это под раскаты волн Северного моря, то есть все внизу. Я боюсь, после такого катания на колесе никаких видео уже бы не было. Все-таки свою нервную систему надо иногда беречь. Страна все-таки северная, и ветер тут не слабый, мало ли что. Но увидеть вот эти волны, почувствовать эту атмосферу такого ледяного Северного моря очень было интересно. Ну и с пирса посмотреть на город, конечно, тот еще аттракцион. Вот такое маленькое видео у меня получилось. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, что вы об этом думаете. А я выбираюсь из уютного теплого пирса и иду на трамвайную остановку, чтобы на трамвае вернуться в Дельф. Так что, как всегда, всех обнимаю, всем пока!